Снег тихо ложился на улице Денвер, скрывая следы раннего утра. 70-летний Майкл Стэнли стоял во дворе своего дома, не поднимая глаз, словно пытался найти ответы в замерзшей земле. За его спиной только что захлопнулась дверь. Там остался его сын Эндрю и тяжелые слова, после которых дом перестал быть его. Он не стал спорить и просто ушел, медленно двигаясь по заснеженной улице. На нем была старая куртка и потертая меховая шапка, которую он носил еще в годы работы на ранчо. Соседка, пожилая Нора, заметила его первой и сразу поняла, что произошло, даже не задавая лишних вопросов. Она пригласила его к себе, где было тепло и пахло свежим хлебом. Майкл сидел у окна с горячей кружкой в руках, молча вспоминая прошлое. В памяти всплывали годы, когда он растил Эндрю, болезни, бессонные ночи, первые успехи, проводы во взрослую жизнь. Все это теперь казалось далеким и почти чужим, будто принадлежало другой жизни. Новость быстро разошлась по округе. Люди помнили, каким он был, тем, кто всегда помогал, не ожидая ничего взамен. К утру к дому Норы начали приходить соседи. Кто-то приносил еду, кто-то просто хотел поддержать. Они собирались тихо, без лишних слов, но в этом молчании было больше смысла, чем в любых разговорах. Позже Эндрю увидел эту картину из окна. Вид людей, пришедших к его отцу, заставил его по-другому взглянуть на произошедшее. Он почувствовал не давление со стороны, а тяжелое внутреннее осознание собственной ошибки. Когда он пришел, Майкл все так же сидел у окна. В его взгляде не было ни злости, ни упрека, только усталость и что-то еще, едва заметное, но живое. Эндрю остановился, не зная, как начать, и вдруг остро почувствовал себя тем самым мальчиком, которым когда-то был рядом с отцом. Майкл медленно поднялся и подошел к нему. Он не стал вспоминать прошлое или требовать объяснений, просто положил руку сыну на плечо, спокойно и уверенно, как делал это всю жизнь. Они вернулись домой вместе. В доме их встретила Эмма, растерянная, но уже готовая принять свекра обратно. Внутри снова стало тепло, не только из-за огня и еды, но из-за того, что между ними появилось нечто важное, не требующее слов. Иногда обида могла бы навсегда разорвать связь между людьми, но в редких случаях оказывается, что чувство, которое их связывает, сильнее. И тогда у них появляется шанс не забыть прошлое, а стать лучше, чем они были раньше.